Предыдущие наши решения по креплению данных решеток были следующие. Первое решение. Мы просто взяли, просверлили 4 отверстия по краям данной декоративной решетки, прикручивали их к стенам, значит, к фальш-стенам, после чего закрывали пластиковыми заглушками. Второе решение, значит, было какое? Мы, получается, вешали данные решетки на магниты, на мебельные магниты. Система такая хлипкая, то есть если решетку шатнуть, то магниты ее не держали. Надо было очень много магнитов ставить. Третье решение, значит, у нас было, мы брали вот такие совдеповские петельки, надеюсь, вам их видно. Вот, выбирали четверть внутри вот этой рамки, делали петельку, да, после чего ответкой здесь у нас стоял саморез, на который у нас, значит, вот таким движением данная решетка вешалась. Мы нашли следующее решение, как роликовая защелка. Вот так вот она выглядит, посмотрите. Суть ее очень простая. Два ролика, там сделан пружинный элемент, да, который прижимает эти ролики вплотную друг к другу. Есть ответная часть, которая входит между вот этих роликов и работает как замочек. Вот, она держит очень хорошо на отрыв, но при определенном усилии замок открывается. Вот, то есть, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем ответную часть ставить вот сюда на саму решетку, а сам роликовый механизм ставить на каркас, который у нас заранее там собран. Как я уже сказал, мы берем, значит, роликовый замок, крепим его здесь. Здесь у нас металлический профиль заложен на обычные саморезы. Всех по-разному называют. Кто-то называет клопы, кто-то называет, значит, шило. Саморез при шайбой шила. Вот. Я взял именно его. Вот таким образом у нас будет фиксироваться, получается, сама вот эта защелка, и ответная часть у нас будет стоять на решетке. Наши замки закреплены на каркас. Сейчас нам будет необходимо перенести ответки на саму решетку. Для того, чтобы закрепить ответные части на нашей фальш-панели из МДФ, мы возьмем рулетку, карандаш и начнем переносить размеры на нашу фальш-панель. Важно не забыть про длину самореза, которым вы прикручиваете МДФ рамку. Почему? Потому что если вы возьмете на долю миллиметра или на миллиметрик саморез больше, чем у вас толщина МДФ, то на лицевой стороне у вас появится, значит, кончик самореза, и потом вам вопрос этот придется решать. В данном случае мы решетки красили в цвет стен на объекте, поэтому это не так страшно. Но если вы заказываете декоративную решетку уже под лаком, то есть она сделана на производстве и покрашена на производстве, то, соответственно, это будет огромный геморрой и затраты по финансам, и плюс возня, увези, привези. Поэтому обратите на это внимание. Все, наша решетка стоит на месте, никуда она отсюда не денется. Доступ довольно-таки быстрый, давайте еще раз покажу. Вот у нас решетка стоит, вот мы ее сняли с защелок. И таким же обратным способом на защелочке мы ее ставим. Надо немного приноровиться попадать в эти защелочки. И все. Друзья, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Вот такую технологию стали применять мы на своих объектах. Кто-то скажет колхоз, тогда предлагайте современные технологии. Если вам понравился данный видеоролик и был полезен, ставьте палец кверху, пишите свои комментарии. До новых встреч!